Откуда информация? Недавно License давал крупное интервью англоязычным блогерам. Я пересмотрел их и здесь озвучу самое интересное для тебя. Некоторая информация впервые озвучивается на русскоязычном пространстве. Кто не в теме, License — это многократный победитель мировых воркаут-соревнований с 8-летним стажем и чемпион мира в разных федерациях калистеники, хотя Даниэлю только 20 лет в 2020 году. Первый факт и развеивание мифа о том, что при высоком росте нельзя доминировать в воркауте. Мало кто знает, что Даниэль высокорослый атлет, 1,84 сантиметра, и у него длинные рычаги рук. Все это значит усложняет выполнение элементов. И при этом вес в лучшие соревновательные годы около 82-84 килограмма. Общий вес достаточно большой. Поэтому те, кто ошибочно думают, что License легче из-за протезированных ног, посмотрите еще раз на длину рычага в руках и общий вес. Совсем недавно в интервью License признался, что прилично похудел за последний год и сейчас весит чуть более 70 килограмм. Это можно увидеть по последним сухим фотографиям. Атлет как бы вытянулся визуально и стал выше. Скулы впали, шея втянулась. И причиной этого всего стало то, что во фристайле License стал чувствовать себя тяжелым. Маленький сын родился у девушки, когда Даниэлю было только 15 лет, 2 апреля 2015 года. Сейчас маленькому Демиану уже 5 лет. При рождении Дэниелс долгое время скрывал этот факт с матерью ребенка, и знали только самые близкие, ведь им не хотелось осуждений в школе, от сверстников и негатива от учителей. После окончания школы уже думали, что окружение сменится и будет легче. Дэниел благодарен своим родителям, которые всячески помогали с воспитанием ребенка. С рождением сына образ жизни изменился моментально, признается атлет. Все нужно было успевать быстрее. И в то время, когда сверстники ходили по вечеринкам, бездумно проводили прочее свободное время, у License была своя сверхмотивация. И это было настоящим вызовом одновременно справляться со всем тем, что не присуще подростку. Просто представь. Тебе 15 лет, рождается сын, тебе нужно учиться в школе, думать о новой семье, воспитывать ребенка, думать о финансах, будущей профессии, а еще тренироваться, снимать видео для своих соцсетей на перспективу и разбираться с фото-видеосъемкой для профессиональной деятельности. При всем этом Даниэль еще успел стать чемпионом мира по воркауту и обрести мировую известность. Задумайся, куда ты тратишь свои свободные часы и как по-другому можешь использовать свое время. История татуировок. Третий факт о тату на теле. Чем-то мне все это напоминает Криса Херия, подумал я сразу. А слушая Даниэля, я понял, что не ошибся. Во-первых, Даниэль недавно упомянул о том, что Крис мотивирует его с точки зрения профессионального подхода к калистенике, создания бренда и своей компании. А еще, так же как и Крис, License начал набивать себе татуировки на шее. Первая справа – это роза. Дэниел признается, что это его самое волнительное тату, ведь оно на самом видном месте и мотивирует двигаться своим путем, а не искать наемную работу. Также поступал и Крис Херия в свое время. Изображение розы справа сделал в 19 лет. Объяснять значение тату можно по-разному. Например, все зависит от цвета, размера шипов розы и их наличия. В данном случае у нас черно-белое отображение розы, и это означает символ борьбы по жизни. Слева на шее изображено смелое тату в виде половины женского скелета. Символизирует некий личный смысл для каждого, как противостояние жизни и смерти, напоминание, что жизнь скоротечна и стоит наслаждаться моментом, следуя своим целям. Третье тату личного характера на внешней стороне предплечья. Тут изображен сын Демиан, а чуть выше ангел-хранитель, а с внутренней стороны предплечья набит кулак между отцом и сыном, символизирующий связь между ними. Как видим, многие тату делаются для дальнейшего продления и цельной картинки по всему телу. Кто хочет посмотреть полное англоязычное интервью License, напиши в комментариях, скину ссылку. Ребят, маленькое объявление. Кому интересны персональные онлайн-тренировки по воркауту, или же вы желаете развиваться как автор на YouTube, напишите мне в контакты по ссылкам в описании, там все подробности. А мы продолжаем выпуск. Четвертый факт. Есть ли протезы?
Тема слегка заезженная, но вкратце пройдемся по основным моментам, чтобы закрыть это раз и навсегда. И я дам ответ всем хейтерам касательно протезов. В том, что у Лайзенса протезы, он как бы и не скрывает от атлетов, но и не говорит в открытую в соцсетях. При этом все организаторы крупных воркаут-соревнований знают этот факт, и, например, президент Всемирной Федерации воркаута из Латвии Мариуш тоже это подтверждает. Давайте же обратим внимание на некоторые выступления атлета. Абсолютно во всех статических элементах Даниэль не тянет носки, ступни обеих ног как будто замерли, нет движения от себя или на себя. Постоянно в одинаковых моделях штанов с резиной и заправленными носками. Также соскоки. По приземлению видно, как одна нога выпрямлена, другая чуть согнулась в колени, а ступни неподвижны даже в динамике в разных перелетах. Что скажу по этому поводу? С большой вероятностью, что протезы действительно есть от колена и вниз на обеих ногах. Лайзенс имеет право жить, как он считает нужным, и не стоит его осуждать, что он не говорит об этом личном моменте на публику. Это никак не снижает уровень его заслуг. Вспомните вес, рост и длинные рычаги рук. Его стиль выступлений, техника движений – все это нарабатывалось тяжелым 8-летним трудом и регулярными тренировками по 3-5 часов. Лайзенс – сильный духом парень, который задает мировой уровень воркаута. Кстати, если хочешь влиять на то, какого атлета я буду обозревать в следующих выпусках или какие темы разбирать в дальнейшем, то не пропускай опросы на вкладке канала сообщества. Сделать это очень просто. Нажми сейчас колокольчик рядом с подпиской и выбери пункт «Все уведомления». Также включи уведомления от YouTube на смартфоне. Факт номер 5. Лайзенс знает немного русский язык и на соревнованиях в Москве в 2017 дал краткое интервью журналисту после побед. Тот ролик, к сожалению, не сохранился в сети, но есть и другие. Слов, где мы, что мы. Пару слов, короче, мы сейчас в Марфе. Это моя комната и будет сеш через 10 минут. Ладно? Даниэлс, пару фразочек на русском. Играем сейчас Game of Bars, только по динамику, да? Снимаем. А что бы ты сказал Даниэлю при встрече? Пиши в комментариях, пофантазируем. Бонусный факт. Ну а самые любознательные зрители, которые досмотрели до этого момента, точно не пожалеют. В недавнем интервью Лайзенс впервые признался, что ходил на гимнастику 2 года и уверен, что это ему дало свои преимущества. Спортивная гимнастика была в его жизни с 6 до 8 лет, а только в 12 лет он решил заняться воркаутом, и сейчас атлету 20. Как мы знаем, 5 лет Даниэлу потребовалось, чтобы стать чемпионом мира по воркауту. Какая-то мышечная память осталась. Мое мнение, пожалуй, главное из ролика это то, что тебе не нужно точно повторять некоторые моменты из судьбы Даниэля. К примеру, не стоит бездумно набивать тату на шее или же заводить семью в подростковом возрасте. Повторяя за кем-то, ты не станешь оригиналом Лайзенса, или же не завоюешь первое место на чемпионате мира, сделав тату, а будешь всегда чьей-то копией. Поэтому всегда размышляй, чем ты отличаешься от других, какие твои сильные стороны, и принимай свои решения. Как правило, историю успеха человека повторить почти невозможно, поэтому успешные люди в любых сферах так охотно делятся своими шагами на пути к цели. А вот перенять ошибки, чужой опыт и научиться чему-то быстрее – это действительно ценно. Наблюдайте за мастерами и используйте эти навыки в своей жизни. Напиши в комментариях, что думаешь об этом. Мою мини-книгу о воркауте ты можешь скачать по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Увидишь мой следующий выпуск. А сразу после этого я предлагаю тебе встретиться в других моих видео на канале. Прямо сейчас нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета – я, Владарович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу.